Bonjour à tous, привет всем, меня зовут Aurélien или Aurélien на французском языке. И я француз, родился и сейчас живу во Франции. В этом видео я хочу рассказать вам о том, чем труден для меня русский язык и почему я учу его. Ну, я начал учить русский язык больше 1 год назад, и я тоже возвращаюсь из моей первой поездки по России. Ну, сейчас я только побывал в Санкт-Петербурге и в Москве. Ну, когда я был в России, я не знаю почему, но многие люди спрашивали меня, зачем ты учишь русский язык. Ну, я не знаю почему, но это звучит немного смешно для меня. Как русские люди не понимают, почему иностранец может учить русский язык для себя. Каким себя мне нужно быть немного странным или не знаю, но, честно говоря, мне был интересен русский алфавит, и потом я только учил. И я тоже хотел почувствовать русскую культуру. Ну, конечно, сначала все было очень неприятно, потому что мне надо было учить, как писать и читать снова, как ребенку. Это неприятное чувство. Ну, за 2 недели я мог читать и писать русский алфавит. И тогда я начал знакомство с падежами. И какая замечательная встреча, да. Например, только слова кот, коту, кота, котах, котов, котами, коты. Кстати, я ненавижу это звук, не знаю, это очень трудно для меня. И в любом случае есть 6 падежей, и изучая которые я почти потерял сознание. Изучая русский, я думаю, что это немного как занимаюсь математикой. Потому что это как алгоритм немного. Если у тебя такая ситуация, будет этот падеж. Но только основное предложение, как у него нет бутылки вина в сумке, есть только 2 падежа, но это уже очень трудно для меня, потому что, как вы знаете, может быть, у французского языка нет падежей. И это первый раз я учу язык с падежами, и это очень трудно. Ну, к счастью, есть только 3 времени в русском языке. Это не как на французском и английском языке. Но я люблю русский язык, я думаю, что это очень красивый и мелодичный язык. И когда я был в России, я думал, что русские люди такие добрые. И русский язык тоже дал мне уверенность с языками. Да, это все. Я скажу вам о моем опыте в Москве и в Санкт-Петербурге в следующем видео. Друзья, до свидания и спасибо.